Всем привет, друзья! Это вы удачно зашли. Сегодня готовлю безумно вкусные, в меру пикантные, сытные, но в то же время нежные, а также очень полезные и, что немаловажно, бюджетные котлеты с кабачками. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам этих богатых макро- и микроэлементами вкуснейших котлет с хрустящей корочкой вместе. Перечень и количество всех ингредиентов для приготовления котлет с кабачками вы видите на ваших экранах. Эту же информацию я продублирую внизу под видео. Итак, для устойчивости сразу же под посуду, в которой буду работать, застилаю силиконовый коврик, чтобы посуда не шаталась при работе и не отвлекала меня. Коврик можно заменить на влажную салфетку. Один небольшой кабачок пропускаю через среднюю терку. Я у кабачка не сняла кожуру, так как он молодой, и в моем случае в этом нет необходимости. Но если такая необходимость будет, то, конечно же, лучше кожуру снять. Пропустив кабачок через среднюю терку, солю его, слегка мну и пока оставляю в сторонке. Из зелени у меня сегодня сельдерей и по несколько веточек укропа и петрушки. Сельдерей сюда отлично вписывается, а дальше можно импровизировать. Также в кабачковые котлеты отлично идет зеленый лук. Мелко нарезаю зелень, отправляю ее в посуду, где буду мешать все ингредиенты. Морковь придает котлетам с кабачками сочность и делает их еще нежнее. Морковь пропускаю через мелкую терку и отправляю ее в посуду, где буду мешать все ингредиенты. Вслед за морковью пропускаю через мелкую терку пару зубчиков чеснока. И чеснок также отправляю к другим ингредиентам. При желании чеснок можно не положить в кабачковые котлеты, но с ними они получаются намного вкуснее. А в готовых котлетах чеснока почти будет не слышно, можете не переживать по этому поводу. Твердый сыр также придаст котлетам с кабачками нежную пикантность и сделает их достаточно сытными. Но так как мой муж не любит сильный такой тягучий эффект уже расплавленного сыра, я сыр в котлеты с кабачками кладу немного и достаточно мелко нарубаю их. Вернее, пропускаю твердый сыр через мелкую терку. Все, с сыром тоже разобралась, отправляю его в миску к другим ингредиентам. К этому моменту кабачки хорошенечко пустили сок. Я отжимаю с них сок и отправляю кабачки к остальным ингредиентам. Самым последним из всех ингредиентов пропускаю через терку картофель, чтобы он не успел почернеть. Пропускаю картофель через среднюю терку, так как через мелкую он будет совсем уже пюреобразным и пустит много соку. Картофель тоже отправляю в миску к другим ингредиентам. В отдельной миске взбиваю одно яйцо и его также отправляю в миску к другим ингредиентам. Яйцо поможет котлетам не рассыпаться. Затем солю фарш, отправляю к ингредиентам пару ложечек овсяных хлопьев. И перчу его. Вернее, не просто перчу, а отправляю в овощной фарш целый букет пряностей. Хорошенько мешаю овощной фарш, даю ему 10-15 минут отдохнуть. За это время овсяные хлопья возьмут в себя влагу и набухнут. Помимо того, что овсяные хлопья сделают котлеты с кабачками еще более полезными для организма, они возьмут в себя всю влагу, набухнут, что в свою очередь поможет котлетам поддержать свою форму. Так что у них двойная роль. Вот теперь можно формировать котлеты. Кабачковые котлеты можно и нужно панировать в муке, в панировочных сухарях, в манке или в
крахмалем. Я сегодня парочку котлет для себя панирую в сухарях, остальные в муке. Мне очень нравятся сочные котлеты с кабачками, но чтобы у них вот прям была конкретная хрустящая корочка. У мужа требования поскромнее, поэтому для него котлеты буду обволакивать в муке. Ну что, приближаемся к финишной прямой. Сформированные котлеты панирую и иду к плите. А сковородка уже горячая. В горячую сковороду наливаю немного растительного масла и осторожно кладу в сковородку все котлеты. Из указанного количества продуктов у меня сегодня получились 6 средних котлет с кабачками. Чтобы котлеты получились хрустящими, крышку сковородки не закрываю. А чтобы масло не брызгало по сторонам, сковороду можно прикрыть специальной сеточкой. Пока котлеты жарятся, я подготовлю соус. Но это уже на любителя, если честно. Мелко нарубаю укроп, 1 зубчик чеснока и огурчик пропускаю через мелкую терку и отправляю их в катык. Катык я приготовила сама. Внизу под видео оставлю ссылку на его рецепт. Катык можно заменить на сметану с небольшой, хотя может даже с большой жирностью. Это уже на выбор каждого. Котлетам с кабачками можно предложить какой-нибудь другой соус. К ним также можно подавать макароны, гречку, рис, а можно подавать в гордом одиночестве и ни с чем не смешать этот невероятно волшебный аромат. Тут, я думаю, вы и без меня разберетесь. Все, котлеты практически готовы. Я пожарила их на среднем огне сперва по 6-7 минут с каждой стороны. Затем примерно столько же по второму кругу. Готовые котлеты кладу на бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя лишний жир. Ну что, друзья, самый доступный набор продуктов, которые имеются буквально в каждом доме, где маломальски любят готовить, плюс немного потраченного времени и вуаля! Пикантные, безумно вкусные и богатые микроэлементами котлеты с кабачками готовы. Кабачковые котлеты получаются сочными внутри, а хрустящая корочка делает котлеты с кабачками привлекательными для детей. Друзья, обязательно приготовьте такие вкусные котлеты с кабачками для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Я всегда открыта к общению и буду признательна, если поделитесь своими впечатлениями в комментариях. А если рецепт понравился вам, не забудьте ставить лайк этому видео. Я всем желаю приятного аппетита, праздничного настроения и благодарю всех за просмотр. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии. Мне очень приятно их читать. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас на своем канале, ведь я рада, всегда вам рада. Пока-пока и до новых встреч. Берегите себя.